Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку событий из TimePad в Task Manager Trello. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые события из TimePad в другие системы. Например, в Trello вы сможете создавать новые карточки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TimePad. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт TimePad в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из TimePad. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет TimePad. Далее переходим в раздел «Организация». Теперь интеграция веб-хуки. На этом этапе вы можете настроить отправку веб-хука при разных событиях. В данном случае мне необходимо отправлять веб-хук при изменении статуса билета. В поле URL вставляем скопированную ссылку в сервисе Apex Drive. После этого сохраняем изменения. Теперь необходимо перейти на сайт и сгенерировать новые события, которые будут отправлены на веб-хук. В данном случае необходимо купить билет. После этого возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных TimePad успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Trello. Далее необходимо указать действие. Если вы хотите создавать карточки на основании новых событий из TimePad, выбираем действие «Создать карточку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Trello к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо дать разрешение на работу с вашим аккаунтом Trello. Указываем логин и пароль личного кабинета Trello. Предоставляем разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь вам необходимо указать доску, на которой будут создаваться новые карточки. Также выбираем «Список». Теперь вы видите поля Trello, которые необходимо заполнить для создания новой карточки. В эти поля вы можете настроить передачу переменных из TimePad. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter.
Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Trello в качестве карточки при каждом новом событии из TimePad. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Trello». После успешной отправки переходим в Trello и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Trello успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!